often we invent all of these things to say to talk around the subject. Поэтому мы изобретаем еще дополнительные какие-то вещи, которые можно обсудить, связанные с центральной идеей. But don't forget, the whole topic of this discussion is this 180-degree shift from all of this doing and talking and etc. right back to the me. The proposal is, I am the most important person in my life. Но никогда не забывайте, что вот эта центральная идея, вся суть этого обсуждения, именно в этом изменении восприятия на 180 градусов вместо всего этого делания к бытию. И основано это на том, что я являюсь самым важным человеком в собственной жизни. So now I'm going to stand all the way in the 180-degree corner, and I'm just going to simply embrace I am. И поэтому, по сути, это значит, что я собираюсь развернуться на 180 градусов и просто принимать, что я есть. I'm going to say, this is the process. И я скажу, что это и есть процесс. This is my way of existence. Это и есть мой способ существования. I am. Я есть. Now I have to step back away from there. Теперь мне надо оттуда, скажем так, отойти, because an explanation is required. потому что требуется дополнительное объяснение. Now that person standing over there, who is Это человек, который там стоит и который просто есть. a rare person. Это очень редкий человек. Because most people don't think like that. Потому что большинство людей, они так не думают. And there's millions of reasons why, and we already discussed a lot of them today. Есть миллионы причин, почему они так не думают, и многие из них мы уже обсуждали, в том числе сегодня. I propose that if we can get back to that state where all we have as our perception of spirituality is that we have everything at our fingertips to realize everything there is to realize about spirituality everywhere. Я полагаю, что если только мы вернемся в это состояние, где мы просто есть, то тогда все, что связано с духовностью, и все, что вообще можно только осознать о духовности, все это будет у кончиков наших пальцев. Now, I do not mean to say, again, that person over there becomes everything everywhere or merges with everything everywhere. These are just statements which really mean nothing. Я совсем не имею в виду, что этот человек, который там стоит, становится всем, что есть, или он совсем сливается. Эти все фразы, они, в общем-то, пустые достаточно. I mean, after all, one may say that he has merged with the everything everywhere and has become the one with the everything everywhere. But if I simply stand over here and say, well, am I in the everywhere, everything everywhere? Кто-то может сказать, так он же действительно, посмотрите, сливается со всем, становится единым со всем. Но если я буду стоять где-то в другой позиции, чем там, и буду говорить, ну разве я слит при этом со всем, объединен со всем? So what am I thinking right now? О чем же я думаю сейчас тогда? Simple question, even a psychic could answer it. Очень простой ответ, даже A psychic could answer it. Даже экстрасенсы обычно могут на него ответить. They can't answer it. Но они не могут на него ответить. And then they say, well, that's not that kind of oneness. Они говорят, ну это же не такое единство. I say, well, yeah, right, because it's just an idea. Я говорю, да, потому что тогда это просто идея. You haven't experienced it because I'm standing 2 meters from you. You're not one with me. Потому что вы-то этого не переживаете, вы же стоите в 2 метрах от меня, и вы не можете почувствовать то, что я чувствую, стоя на том месте. So when I'm over here and I am the most important thing, I am, and therefore I have all capacity spiritually, I mean something else. И поэтому, когда я стою именно в такой позиции, с такой точки зрения, и когда я чувствую, что я действительно есть самый важный человек в собственной жизни, и передо мной раскрывается вся духовность. We'll get to that. Now, very few people understand that. Мы еще вернемся. Очень мало кто понимает это. It's sometimes called a very mysterious thing, very difficult thing to attain, very extremely advanced state
Некоторые вообще представляют это как некое совершенно мистическое чудо, которое очень трудно достичь. It's often called self-realization, and that's only done by very few people. Часто это называют полной самореализацией, говорят, что это достижимо только очень редкими людьми. I don't agree. Но я не согласен. I'm sorry. Простите. I say it's very easy. Я бы сказал, что это очень легко. I say anyone can do it. И я бы сказал, что любой человек может это сделать. I say it's the easiest thing one could ever do. Я бы сказал вообще, что это самое простое, самое легкое, что человек вообще в принципе мог бы сделать. And do you want to know why? И знаете почему? Because there's nothing to do. Потому что в таком состоянии вообще делать ничего не надо. How could it be easier? Что еще может быть легче, чем то состояние, где вообще делать ничего не надо? I mean, logically speaking, things become difficult to do because you've got to do this, and you've got to do that, and you've got to do that, and you've got to do this, and you've got to do the other thing. Я имею в виду, чисто по логике, если рассуждать, что мы называем трудным, сложным, что трудно сделать, именно то, где надо сделать, и то, и другое, и это еще все одновременно. You read any religious literature, you'll start way down here, and you got to do this and this and this and this and that 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 and this. Возьмите любое религиозное писание, и вы обнаружите, что там начинается все очень издалека, и потом описывается, что надо сделать то, потом то, а затем то еще, то, туда, сюда, туда, сюда, и туда, и туда. И потом, because there's so much to do. Там столько всего вам советуется сделать. And only the rarest of rare souls can do all the this and that and И там finally описывается, get что to there. самые редчайшие души, которые все это сделают, они наконец-то когда-нибудь, может быть, они попадут And then туда. they are carted out. They are brought out with garlands, Затем staffs, and big вам things еще and big hats. демонстрируют таких людей, и одевают на них гирлянды, показывают их вам как экспонат. And we ask, are they self-realized? И мы спрашиваем, это что, есть самореализованный человек? And we're told, oh yes, how can you doubt? Конечно, а как ты можешь сомневаться вообще? And then we ask, how do you know? А если мы спросим, а вы точно уверены, да? Откуда вы знаете, что они? Everybody knows. Слушайте, так уже все об этом знают, ты последний остался. It's obvious. Это же очевидно. It's self-evident. Это истина вообще самоочевидна. Oh, okay. Я скажу, интересно, хорошо. I mean, how... Это просто состояние, когда вы просто есть, и вы делитесь, и получается некое пространство, в котором наша любовь, наша энергия, они смешиваются, обнимаются и делятся друг с другом. And we are just connected in sharing. Мы становимся связанными в этом процессе. And when you are connected in sharing like that, Совместно в переживании, и когда вы связаны в такой связи, and you walk out the door to do so many things, а потом вы ходите за дверь, начинаете делать, много чего делать, you are very different. вы будете совсем другим человеком. That is the meaning of being in the world, but not of the world. Это как раз есть смысл фразы, что вы находитесь в мире, но при этом вы как бы не от мира сего, что ли. Because you see things different. You live spiritually. Вы им не повязаны, вы воспринимаете все по-другому. Your feeling is intricately connected with that which you do. Ваши ощущения непосредственно связаны с тем, что вы делаете. Your sensitivity becomes enormous. У вас развивается огромная чувствительность. And your capacity to be of service increases enormously. И ваша способность участвовать в чем-то, что благоприятно для всех, также возрастает очень сильно. Your capacity to even explain it increases enormously because you're very clear about what it is. Даже ваша способность объяснять это возрастает, потому что вам становится гораздо яснее, что же это именно такое. You don't need to quote anything because you see it right in front of you. Вам уже даже не надо будет никого ничего цитировать, потому что это будет все прямо перед вами. If you quote anything, it's only to put color into your И speech. даже если вы кого-то процитируете, просто чтобы сделать вашу речь изящнее. It's to
help convince people from other points of view. Просто чтобы помочь людям понять что-то с другой точки зрения. But you see very, very clearly what you are talking about. You don't need to go anywhere else for knowledge. Но вы будете очень ясно видеть и понимать, о чем вы говорите. Вам не надо будет не ходить где-то, не собирать знания по крупицам. Because the spiritual energy is clear. Потому что духовная энергия, она ясная. You don't have to investigate, figure out, and explore, and unlock the puzzle of. Это не что-то, что вам надо бегать повсюду, искать, проводить расследования, исследования, собирать по кусочкам. Am I getting my message across? Вы понимаете, о чем я говорю? I hope so. At least if you get it in your own way, I'm happy. Я очень надеюсь, даже если вы поймете все по-своему, я буду только счастлив. If I've helped in some little way for you to just find yourself in the way in which is comfortable for you, I'm very happy. Если я хоть немного помогаю вам находить комфортное состояние бытия для себя, так как вам это удобно, я буду только счастлив от этого. And if I have been in any way an instrument to help you connect to the divine, to the supreme, or whatever you want to call, I'm extremely happy. А если я при этом еще хоть как-то являюсь хоть каким-то помощником вам в том, чтобы обретать связь с Божественным, то я буду чрезвычайно счастлив. When you're connected to that divine energy like that, you wouldn't even bother arguing about it with anybody. Когда вы почувствуете эту связь как следует, вы даже не будете думать о том, чтобы спорить об этом с кем-то. My God, your God becomes absurd. Эти все эти понятия «мой Бог», «твой Бог», это будет все абсурдно просто. Labels, descriptions, philosophies, it's all just meaningless. Все эти обозначения, описания, все эти философии, это все просто потеряет смысл. Because you are directly experiencing it. It's not a question of having to discuss it or convince, or you would feel it would be sacrilegious. You would feel it would be some kind of degradation to even engage in such a talk. Потому что когда вы непосредственно это ощущаете, переживаете, да вам будет казаться, что это вообще шаг назад, это вообще некая деградация, еще заводить об этом какие-то разговоры, обсуждения. It's like taking your most intimate relationship and exposing it in public. Это все равно, что взять ваши самые интимные отношения с кем-то и начать их обсуждать со всеми.